Здравствуйте! Сегодня речь пойдет об орехе, который по внешнему виду напоминает грецкий орех и является его родственником. Этот экзотический продукт, который еще не приобрел широкой популярности в России как фундук, грецкий, кедровые и прочие орехи, называется пекан. Многие покупатели просто не знают, что это такое и как употреблять этот полезный и вкусный плод. В этом видео мы подробно расскажем об этом интересном орехе. Хотя внешне пекан и похож на грецкий орех, его вкус и аромат значительно нежнее и ярче, а отсутствие горчинки делает его прекрасным дополнением десертов. Родиной растения считается Северная Америка, где изначально дикие орехи собирались индейцами. Они заготавливали их впрок на случай голодной зимы, потому что по своей питательности орехи не уступали мясу. Название пекан переводится с индейского языка как «орех», который слишком трудно взломать вручную. Пекан является государственным символом Техаса, что зафиксировано в 1919 году Техасским законодательным собранием. Там его принято называть иллинойской каррией. Сегодня в США культивируют множество сортов пекана, и он до сих пор является традиционным любимым орехом американцев. Недаром 80% мировых запасов пекана находятся именно на юго-востоке США. На самом деле пекан произрастает и в Крыму, и на Кавказе, и в Средней Азии. Просто американцы, точнее даже индейцы, первыми оценили его по достоинству, ведь он был едва ли не главным источником белка. Его ели, когда не задавалась охота, брали в дальний путь и запасали впрок. В Европе экзотический орех королей появился в середине XVIII века, а коммерческое выращивание началось с 1881 года. В начале 20 века первые саженцы попали на Черноморское побережье Кавказа, Батуми, Сухуми, Сочи. Так, в Советском Союзе первые пеканы стали выращиваться в Батумском ботаническом саду. Именно с того периода ведет свою историю сочинская аллея пеканов, НИИ садоводства. Чуть позже саженцы были посажены во многих южных регионах Средней Азии. Деревья прижились в Крыму и на Кавказе. Позже селекционеры вывели сорта, способные переносить морозы до минус 30 градусов, что позволяло выращивать пекан даже в Средней России. Каррия пекан относится к семейству ореховые, род гикори. Дерево пекан является листопадным и достигает до 40 метров в высоту. Оно может плодоносить до 300 лет. Пекан имеет мощную корневую систему смешанного типа, которая надежно удерживает растение в почве. У взрослого растения главный корень проникает в почву на глубину больше 3 метров, а поверхностные отходят далеко в стороны, увеличивая поверхность всасывания корня. Крона пекана всегда раскидистая. У взрослых деревьев ее диаметр составляет от 20 до 40 метров. Ствол прямой, имеет серо-коричневую окраску с диаметром в 2–2,5 метра. Интересно, что по мере приближения к экватору диаметр ствола дерева заметно увеличивается от 50 см на севере до 3 метров на юге. Кора дерева толстая, глубоко трещиноватая, расслоенная на пластинки. Ветви серые или серо-коричневые. Листья ореха крупные. Их удлиненные пластинки имеют яйцевидную форму и сетчатое жилкование. На одном черешке обычно располагается от 2 до 5 пар простых листьев. Вегетативные и генеративные почки ореха развиваются одновременно, поэтому листья и цветы появляются весной в одно и то же время. Вырастить пекан на приусадебном участке и получить плоды вряд ли удастся, так как он предпочитает высокую влажность и жаркий климат. Каррия растет в долинах рек и широколиственных лесах. Дерево приживается на плодородной почве, а также оно может некоторое время расти на залитых водой участках. Поэтому проблема разведения в наших широтах связана именно с тем, что из-за короткого лета и длительного вегетационного периода урожай просто не успевает созревать. Хотя один сорт ореха, пекан Норд, все-таки может вызревать в климатической зоне с минусовой температурой. По своим характеристикам пекан близок к грецкому ореху, потому что это растение также раздельнополое, однодомное, что очень важно для его выживания. Мужские тычиночные цветки-сережки висят на двухлетних побегах. Эти цветки в виде сережек, колосовидного типа. Они находятся на концах ветвей. А пестичные женские цветки в количестве от 3 до 10 штук образуются пучками на побегах текущего года. Процесс цветения начинает происходить в мае и длится до конца июня. Для опыления вполне достаточно всего нескольких порывов ветра. Орех пекан с виду похож на маслины или лесной орех, поэтому иногда его называют оливковым орехом. Плод имеет цилиндрическую форму, в длину достигает от 3 до 8 см, массой 15–20 грамм.
Скорлупа ореха гладкая, при созревании растрескивается на 4 части. Бежевые маслянистые ядра обтянуты темно-коричневой кожицей. А если его очистить от скорлупы, то его плод будет похож на грецкий орех или на мозг человека. На вкус пекан также напоминает грецкий орех, но пекан намного мягче и нежнее, к тому же имеет сладковатый вкус. Еще плоды пекана не горчат и имеют внутри скорлупы лишь одну небольшую перегородку. Вследствие этого вынимать ядро из скорлупы ощутимо легче. Вдобавок, скорлупа тоньше и ядро в орехе пекан занимает больше места. Также важным отличием является крепкая скорлупа без щелочек и отверстий, которую сложно расколоть. Благодаря такому свойству никакие насекомые не могут навредить плодам дерева. Поэтому орех лучше всего хранить в скорлупе. Такие орехи не будут менять своих вкусовых качеств со временем. Орехи пекан созревают в сентябре-октябре, осыпаясь, как грецкие орехи. Именно осыпавшиеся плоды считаются спелыми. Если неочищенный пекан гремит, когда его потрясти, то это может означать, что внутри он сухой и непригоден для еды. Первые 3-4 года пекан растет медленно, растение в высоту достигает только 50 см. Плодоносит дерево с 5-6 лет, если выращено из семян, а привитые растения дают плоды с 4-5 лет. Сначала урожай не превышает 6 кг, взрослые особи дают 15-30 кг орехов в год, а со старых деревьев можно собирать до 200 кг. Урожай созревает ежегодно. Подготовка к сбору урожая должна осуществляться незадолго до того, как орехи начнут падать, учитывая погодные условия. Следует иметь в виду, что кожура представляет около 25-30% общей массы ореха, поэтому орех намного больше по размеру, пока покрыт кожурой, чем после того, как кожура отпадет. Следует собирать пеканы, когда они начали падать, так как влажная погода может навредить орехам, а не вовремя собранными плодами могут поживиться дикие животные, птицы, грызуны или насекомые, рыщущие в поисках еды. Особенно любят пеканы вороны, белки и олени. Для сбора орехов часто используют встряхиватели деревьев с гидравлическим зажимом. Машина обхватывает ствол дерева и от встряхивания орехи падают на землю. Отличается такое оборудование низкой амплитудой вибраций, плавностью работы и высокой производительностью. Так одна машина способна обработать 200 деревьев в час. Упавшие на землю пеканы подметально-уборочная машина перемещает в контейнер. Ранний сбор урожая обычно окупается, если он предназначен для продажи. Большая часть пеканов, проданных на оптовых рынках в США, покупается для праздничной выпечки, а ранние рыночные цены самые выгодные в году. Собранные орехи поступают на перерабатывающую фабрику, где пеканы очищают. Сначала их сгружают в общий контейнер, откуда по транспортеру они перемещаются в специальный барабан. При перемешивании кожура отслаивается, а легкие фракции удаляются воздухом. Затем поврежденные и порченные орехи отбраковываются вручную. Свежие орехи содержат 12% влаги, что может способствовать их дальнейшей порче. Чтобы снизить влажность до 4%, пеканы направляют на сушку. После сушки орехи обрабатывают в ванне с хлоридно-водным раствором. Затем орехи промываются в воде с температурой 80 градусов, что позволяет вывести остатки хлора. При этом влажность повышается до 7,5%. Затем пеканы раскалываются в автоматическом режиме при помощи специальных поршней, ударяющих по концам ореха. На следующем этапе орехи сортируются, передвигаясь по вибрационному просеивателю. Для тех, у кого растет пекан дома, существует ряд небольших механических устройств, которые облегчат сбор орехов. Они избавят от необходимости наклоняться или ползать в процессе сбора. Разобраться в них легко. Посмотрите, как они работают. Как правило, пеканы можно хранить в свободных мешках, в прохладном месте несколько недель после сбора. Качество орехов даже улучшится, особенно тех, что собраны рано, помогая им дозреть. Нельзя пропускать стадию дозревания. Недозревшие орехи трудно колоть и очищать от скорлупы. После того, как орехи пекан были собраны, их необходимо высушить перед хранением. Так же, как фундук, грецкие и другие орехи, сушить их нужно медленно, разложив тонким слоем на пластиковом листе в зоне слабого освещения и циркуляции воздуха.
Плоды нужно часто перемешивать, а чтобы ускорить процесс сушки, следует воспользоваться вентилятором. В зависимости от условий, сушка займет от 2 до 10 дней. Правильно высушенные орехи пекан будут иметь хрупкое ядро и должны легко отделяться от скорлупы. Растение неприхотливое, но его посадки редко можно встретить в нашей стране. Это связано с тем, что многие люди просто не знают, как именно создать правильные условия для выращивания. Для тех, кто хочет посадить орех пекан, нужно знать, что посадка и выращивание его может производиться из семян, путем прививки, из черенка или окулировки. Он не переносит заболоченных почв и любит влажные участки, хорошо освещенные солнцем. Это единственные требования, которые надо строго соблюдать перед посадкой. Чаще всего для размножения выбирают семена и саженцы. Высаживать их можно осенью, но лучше подождать весны. Для весенней посадки орехи стратифицируют, поместив на 2 суток в прохладную воду, а затем в опилки, где они находятся в течение 2 месяцев. В середине апреля орехи высаживают на приусадебный участок. Дерево отличается очень медленным ростом. В течение первых 3 лет пересадка для растения не требуется. В начале развития у молодых растений формируется корневая система, в связи с этим рост саженцев незначителен. В 3 года высота молодого растения не превышает полуметра. В это время оно выглядит так оно выглядит в 5-6 лет. А это дерево в возрасте 7-8 лет. Как уже сказано, пекан – вкусный и полезный продукт. Его можно употреблять ежедневно, добавляя к разным блюдам. Орех приятно пахнет. У него сладкий аромат и сливочный вкус. Поэтому его часто используют для создания десертов. Также гикори добавляют при подаче кофе, мороженого. Пекан может стать изюминкой мясных блюд. Им приправляют первые блюда, готовят соусы. В Америке пекан широко используется в кондитерском производстве в качестве добавки в печенье, конфеты, пирожные, торты. Наиболее известен знаменитый ореховый пирог пекан-пи. Это классическое южноамериканское блюдо, в котором орех пекан выступает в качестве основного ингредиента. Наряду с яблочным пирогом, тыквенным пирогом и пирогом из сладкого картофеля, пекановый пирог нередко пекут на День Благодарения. Начинка в этом блюде представляет собой нечто вроде слегка тягучей карамели, в которой уютно расположились орехи пекан. Сырые орехи пекан могут быть солеными или подслащенными и использоваться в качестве полезного перекуса. Также пользуется широкой популярностью масло, полученное из ореха пекан. Обусловлено это его уникальными полезными и целебными свойствами. Для получения настоящего качественного масла, сохраняющего все полезные свойства, необходимо применять метод холодного прессования. У конечного продукта должен быть ореховый запах и золотисто-желтый цвет. По вкусу масло ореха пекан очень похоже на оливковое. Что касается состава, то в нем много жирных кислот, фитостеролов, витаминов и минералов. Масло, полученное из ореха пекана, широко применяется в кулинарии. Его используют для заправки салатов. Следует помнить, что пекан крайне калориен, ведь он на 70% состоит из жиров. При недостаточном питании эти орехи незаменимы, и их горсть сможет насытить и придать сил. Из всех орехов пекан считается самым жиронасыщенным. Пекан богат витаминами А, В, С, Е, а также содержит микроэлементы, железо, кальций, фосфор, магний, калий, цинк. Витамины А и Е хорошо усваиваются из пекана, поскольку являются жирорастворимыми. Они улучшают состояние кожи, ногтей и волос. Благодаря наличию витамина Е орех обладает противораковыми свойствами. Пекан содержит именно ту разновидность витамина Е, на основе которого изготавливали препарат, сдерживающий рост раковых клеток. Возможно, регулярное употребление пекана может снизить риск онкологических заболеваний. В орехе содержится олеиновая кислота, которая при попадании в человеческий организм начинает бороться с образованием раковых клеток. Орех способствует нормализации работы сердца и сосудов и, соответственно, предотвращению гипертонии, риска развития инсультов и ишемической болезни сердца. Есть и противопоказания. Так, при ожирении, проблемах с печенью и склонности к серьезным аллергиям пекан лучше вообще не есть, во избежание ухудшения состояния. Таким образом, если знать меру, а это ежедневная норма потребления, 7-8 орешков или 30 грамм, а для худеющих 15 грамм, то этот замечательный орех с ванильным вкусом принесет только пользу. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!